Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Coffee Talk. Не обращайте внимания на мой задний фон. Какие-то несколько, может быть, десятков видео он будет таким, потому что я переезжаю уже второй раз. И пока что решила не вешать фон, потому что нет смысла, так как я переезжаю. Да, ладно. Короче, пока так, временно. Меня немножко калит, что он тупо белый, но, в принципе, ладно, ничего страшного. Так. Что было? Ну ладно. Всем добрый вечер. Привет инопланетянам. А почему мы не работаем? Мы работаем. Я надеюсь, свет будет светить нормально, потому что светильник я тоже собираюсь купить только с новой квартире, а сейчас тут, так сказать, живое освещение. Ну, как есть. Хайд молчит. Фью-фью. Что за фью-фью? Добрый вечер. Приятно видеть вас вновь. Нам тоже приятно видеть вас, бариста. Кстати, по-моему, в прошлый раз вы не назвали свое имя. У вас есть имя? Имя? Конечно, есть. Наше земное имя Нил. Нил. Да. Нил. Это ваше настоящее имя? Это, конечно же, не так. Природа нашего общения такова, что мы не нуждаемся в тривиальных вещах вроде имен. Однако, исходя из подчеркнутого нами ранее, мы предположили, что земляне ассоциируют имя Нил с попытками исследования межгалактического пространства. Понятно. Кажется, мы вас ранее не встречали. Я видела, как вы выходили из кофейни пару дней назад. В общем, здравствуйте, меня зовут Фрея. Я здесь, можно сказать, завсегдатая. Вас как зовут? Хайд. Появилась. Кстати, вот это просто полный облом, потому что все видео по этой игре не монетизируются у меня из-за того, что тут авторские права на музыку. Так что да. Так что, пожалуйста, поддержите меня хотя бы лайком, если есть возможность. Я думаю, она есть, наверное, да? Пожалуйста, спасибо. Нил. Просто Нил. Просто Нил. Нил и все. Можно как-то выключить ее вообще? Ее можно выключить, тогда смогу монетизировать, но, тогда у нас будет игра без музыки, это, конечно... не знаю, можно сделать потише просто? Ну ладно, эта серия пусть уже с музыкой, возможно, в следующей серии я вырублю музыку, потому что... вы понимаете. Вы здесь часто бываете? Но если взять во внимание, что я не местный, то можно сказать и так. Так, вы здесь не живете? Мы тоже. Откуда вы? Издалека. Вот издалека вы имеете в виду пару тысяч километров или еще дальше? Дальше. Намного. Настолько дальше, что ваша странная система исчисления здесь неприменима. Ну да, далековато. А зачем вы в Сиэтле? У вас все одеваются подобным образом? Вы про это? Мы выбрали такой внешний вид, руководствуясь изображением, которое увидели сразу после прибытия. Изображением. Обложка альбома Эрми Джендрио. Неудивительно, что вы мне кого-то напомнили. Что касается цели нашего пребывания в Сиэтле, нет места лучше, чтобы потренироваться общению с землянами. Но прежде мы хотим заказать у бариста напиток. Что будете заказывать? Нам, как обычно. Так ведь у вас говорят, да? Да, то есть что угодно? Да, мы все равно не почувствуем разницу. Вы вправду не чувствуете напитки на вкус? Нет. А что если я смогу приготовить напиток, который не оставит вас равнодушным? Интересный замысел. Но мы сомневаемся, что у вас получится. Вызов принят. Вызов не принят, я не рыбашу, что ему сделать. Что? Вы это мы читали? Да, это мы читали. Это, конечно, прекрасно. Что значит удивите нас? Я не знаю, чем тебя удивить. Вообще не грыбу. Понятия не имею. Правда. Давай просто молока ему может бахнуть. Удивите нас. Чем я тебя должна удивить? Что это такое? Мята. Давай корицы бахнем. И молока бахнем. Что это будет? Их знает, что это будет, честно говоря. Не, фигня. Давай заново. Давай.
Шоколад. Молоко. Сбрось. Не надо шоколад, давайте кофе. Корица. Нет. Еще раз брось. Кофе, молоко, корица. Вот так. Я не знаю. Давай я тебе Артик нарисую еще так сверху, чисто по фану. Блин, что это такое вообще? Ладно, пофиг. Артик, вот тебе, я не знаю, что тебе нарисовать. Ты, типа... Сбрось. Извините. О, идеально. Хоп. О, это НЛО. Хоба. Это было зря. Давай тебе вот так вот еще рожки сделаем вообще, чтобы идеально было. Вообще идеально, я считаю. Чуть-чуть вот так вот вверх. Тут чуть-чуть вот так вот. О, идеально. Вот это подаю. Вот. Ваше что угодно. Спасибо. Что за... Интересно. Что вы делаете? Пью. Они так пьют. Ну дела. Какой вы любопытный персонаж. Спасибо. Это же комплимент, да? Как правило, да. Но в случае с ней нельзя быть уверенным до конца. Это определенно был самый комплиментный комплимент. Нил, что вы такое? Мы путешественник, выполняющий свою работу в области космоса, которую вы называете Млечным путем. Что за работа? Нам поручили задание дать потомство. Вы и вправду роман крутить собрались? И ради этого проделали огромный путь из далекой-далекой галактики? Да уж. Оказывается, извращенцы-то не только на Земле водятся. Угорают. Что, старикан, за живое задело? Не особо. Но с утверждением не поспоришь. Мы не понимаем, что происходит. Но мы рады, что подняли вам настроение. Ой, как мило, смотри. О, ладно вам. Если позволите, почему вы прибыли именно сюда? Простите, это совершенно секретные сведения. Черт. Ну, как успехи? На данный момент неудовлетворительно. Не удивлена. С вашими-то странностями. Немногие женщины готовы пойти на такое. А ты бы пошла? Я? Не знаю, а ты как думаешь? Ты любишь приключения. Не удивился бы, если бы ты пошла на свидание. А может, зашла бы чуть дальше. Ради интересной истории. Угорает. Скрин. Это мы скриним. Что, не обидно? Ни капельки. Впрочем, ты не прав. Я бы пошла с ним на свидание, но мне не по душе спать с кем попало. Правда? Знаешь, весьма неожиданно. Ага, знакомая реплика. Меня часто ошибочно принимают за девушку легкого... Ок. Прошу прощения. Если я правильно понимаю, вы готовы вступить с нами в половую связь в обмен на наши истории. Что? Да уж. Так вы с вашими... Блять. Извините. Я просто еще не научилась говорить, но когда-нибудь это случится. Не сегодня, не сейчас, когда-нибудь. Да уж, так вы с вашим заданием никуда не продвинетесь. Я не против выслушать ваши истории за чашечкой чего-нибудь вкусного. Или, например, за ужином. Но спать я буду лишь с тем, на чей счет у меня серьезные намерения. У нас очень серьезное задание. Дело не в этом. Я не собираюсь спать с кем-то, кроме парня или мужа. Нам знакомы эти термины. Позвольте нам еще раз на них взглянуть. Очень странно. Согласно найденной нами информации, множество землян всю жизнь спариваются с одним и тем же партнером. Да, это называется серьезными отношениями, скорее моногамными. Какой странный подход. Тогда почему перед вами все еще стоит проблема перенаселения? Хороший вопрос. Иногда не то, что мы сами, но даже власти не могут нас удержать. К тому же представители некоторых рас живут очень и очень долго. Так что какие бы законы о деторождении не принимали власти, как бы не следили за их соблюдением, куча людей все равно будет их нарушать. Нам известно, что люди хвастаются своим принципом свободы воли. Однако нам казалось, что вы также придерживаетесь принципов сдержанности и заботы о планете. По крайней мере, именно такую информацию мы вычленили из вашей информационной сети. В идеале так и должно быть. Но земляне безмозглые.
Ну, если коротко, то да. Сегодня мы узнали много нового. Но у нас остался вопрос к вам, Фрея. Спрашивайте. Как нам стать вашим мужем? Прежде всего, к делу нужно подходить постепенно. В большинстве случаев отношения начинаются со свидания, а потом можно говорить о браке. О, ладно, тогда... Тогда можно, пожалуйста, я не буду чихать. Ой, все нормально. Как нам начать с вами отношения? Можно спросить, есть ли у нее пара. Хорошо. Фрея, у вас есть пара? На данный момент нет. Будете моей девушкой? Так, все люди начинают отношения друг с другом по-разному. Но, как правило, никто не станет сходу связывать свое будущее с первым встречным. Ого. Земной процесс вступления в половую связь, безусловно, чрезвычайно непрост. Все куда проще, если у тебя язык хорошо подвешен. Язык? Если ты хорошо умеешь общаться с людьми. Наш язык подвешен не очень хорошо. Даже при всем этом, дети, вопрос совершенно другого порядка. Большая часть женщин предпочитает секс в защите в презервативе. Я не знаю. Короче, YouTube, знаешь что? В презервативе? Это для того, чтобы не забеременеть. Но что побуждает вас вступать в половую связь, если вы не собираетесь давать потомство? Удовольствие. Столько информации за один вечер нам не усвоить. Короче, понятно, это у нас половое воспитание пошло, да, поэтому надо себе где-то записать, а то я забуду поставить. Ой. Ладно, столько информации, да. Раз уж речь зашла о презервативах, как вы занимаетесь сексом? Просто вы даже пьете по-другому? Возможно, презервативы совсем не ваша история. Правда. Как у вас все проходит? Если понадобится, мы подстроимся. Но мы не можем ничего вам рассказать, пока вы не согласитесь вступить с нами в половую связь. Не хочу себе представлять, как это происходит. Не стоит волноваться. Физического или психического вреда мы никому не несем. Ага, что-то мне в это не очень верится. Особенно про психический вред. Мы исследовали этот вопрос. Провели тест на специально созданном объекте. Все подтверждено. С психикой на Земле намного сложнее, чем со всем остальным. Мы об этом не знали. Похоже, быть землянином очень непросто. Так и есть. Вынужден согласиться. Ладно. Большое спасибо за предоставленную информацию. Она важна для нашего задания. Нам необходимо доложить обо всем на базу. И что вы будете делать дальше, учитывая новые данные? Пока не уверен. Это еще предстоит обсудить. Было приятно с вами пообщаться. Обращайтесь. До свидания. Пока-пока. Отлично. Прекрасно. Просто прекрасно. Что это было? Неплохо. Ну хорошо, учим существо как бы землянским делам. Молчат. Ну да. Это было нечто. Действительно. Первый раз он сюда пришел на свидание, так? Угу, но девушка так и не пришла. И он перепутал ее с Миртл. Это та орчиха-разработчица игр? Да, уж страшно представить, что из этого вышло. Было довольно неловко. Но на подобное простодушие просто невозможно разозлиться. Пожалуй, да. Кстати, та юная девушка не заходила сюда после нашего с ней разговора? Вы имеете в виду Лую? Угу, ее. О, беспокоишься за нее, да? Просто интересуюсь. Нет, не заходила. Но пару дней назад заходил ее парень. И Фрея до того к нему пристала, что к их разговору присоединился Гала. Ну и ну. У тебя и вправду талант заваривать кашу. Вы вынуждены согласиться. Не так-то просто добиться того, чтобы Гала вмешался в какой-либо случайный разговор. Только если этот разговор действительно его заинтересует. Или вызовет у него раздражение. Не знаю, что мне на это ответить. Кстати, завтра мне нужно лететь в Сеул, так что я пойду. Уже улетаешь? Где-то на неделю. Я вернусь быстро, моргнуть не успеете. Ладно, значит, предстоит мирная неделька. Ладно, мне тоже нужно идти. Спасибо, что не ругаешь меня за то, что я здесь сижу и ничего не заказываю. Мне даже в голову не пришло. Вам и вправду дела нет до бизнеса. Она ничего не заказала, но из-за нее сюда пришли другие люди. Можно и так выразиться. Ладно, Фрей, не хочешь прокатиться на такси? Нет, спасибо, я на своем. Тогда ладно, увидимся. Да, берегите себя, до свидания, всего хорошего, как говорится.
чернее безлунной ночи, горячее и горче самого ада. Эспрессо. Ну, насчет ада я бы, конечно, поспорила, хотя кто знает. Среда, 30 сентября 2020 года. Государственный подход к вопросу мигрантов из Атлантики вызвал протесты. О боже, что это? Окей, я подумала, это его нос. Гномьи автомобили наткнулись на неожиданного конкурента. Организация «Мать Земля» продолжает бороться за спасение лесов. Ну, окей. Добро пожаловать. Да блин. Ух ты кто? Ван Панчмен. Хопа. Добрый вечер. Здравствуйте. Я из федерального подразделения иммиграционного контроля. Или просто ПИК. Чем я могу вам помочь? До нас дошли слухи о пришельце, которого видели где-то в ваших краях. Мы со всей серьезностью относимся к вопросам незаконной межгалактической миграции. Доводилось ли вам встретить существо, хотя бы отдаленно напоминающего пришельца? Вряд ли. Как выглядел этот пришелец? Информация требует подтверждения. Но согласно показаниям свидетелей, он носит на себе нечто вроде космического скафандра. Такое сложно не заметить. Вам не кажется, что незаконно мигрировавший пришелец постарается слиться с окружением? Ну, чтобы избежать ненужного внимания. Очень разумный довод. На самом деле может случиться так, что нас кормят фальшивыми сведениями. Все-таки это далеко не обычный нарушитель. Спасибо за помощь. Если столкнетесь с чем-нибудь подозрительным, свяжитесь с нами через наш сайт. Так и сделаю. Выпейте что-нибудь на дорожку? Нет, спасибо. Берегите себя. До свидания. Всего хорошего, Ван Панчмен. Фух. Осторожнее надо, Нил. Кто там? О, привет. Добрый вечер, Вэллори. Салют. Добрый вечер. Вы пришли сюда вдвоем? Мы планировали здесь встретиться, просто так совпало, что пришли в одно время. Будете что-нибудь заказывать? Закажешь первый? Не, давай ты. Ладно. Можно мне очень мятный зеленый чай? Очень мятный зеленый чай. Зеленый чай очень мятный. Так? Я правильно понимаю? Очень мятный — это 2 мяты? Типа он очень мятный. Марракеш. Марракеш? Хз. Ваш особый напиток. От него веет мятой. Марракеш, так я его называю, в честь города, откуда он произошел. Марракеш, который в Марокко? Я слышала, что его жители обожают пить чай. Попробуем-ка. Ого, хоть и теплый, но как освежает. Да, можно мне еще скринов? Ничего удивительного, что Марокко часто связывают с чаем. Блин, не успела заскринить, пока они... Ладно. Что насчет вас, Миртл? Будете что-нибудь заказывать? Ага. Мне... Что это? Я такое знаю вообще, слушай. Здрасте, приехали. Техтарик, это что? Марракеш, свежий полезный напиток из Марокко. Техтарик, я хз. Ты, блин, хоть бы сказала, что это? Это что? Я даже примерно понятия не имею. И даже, ну, типа... Исходя из названия, я в ступоре, я не знаю, что это может быть, даже примерно, правда. Я даже не знаю, это кофе или чай, или что это. Ну ладно, давай подумаем. Что это? Да как так? Как я должна знать? Что это? Это... Я не знаю, правда. Техтарик. Ты... Чё прикидываешься с меня? Я как должна это сделать? Я буквально не имею ни малейшего понятия, что это. Сейчас буду тыкаться, я не знаю, может что-то получится, хотя бы просто что-нибудь новое сделать, а... Чай, лимон, мед, это, по-моему, тот, который... Сон в летнюю ночь. Сон в летнюю ночь.
Окей, это я запомню. Оно у меня записалось? Оно у меня записано? Нет? Подожди, покажи. Оно не записалось. Ладно, неважно. Думаем еще. Молоко. Что это такое? Я просто рандомное делаю, чисто, чтобы что-нибудь, может быть, открыть еще. Понятно. Ясно, понятно, я понятия не имею, что ты хочешь от меня, я тебе так скажу. Ну, типа, прям вообще. Угу, понимаю. Ладно, пусть будет этот сон в летнюю ночь, потому что я вряд ли смогу что-то нормальное сделать. Типа... это даже не... Какой был рецепт у сон ночь? Я помню, там точно был лимон, я помню, там был, кажется, чай, да? Да, чай точно. Какой чай? Зеленый или черный? Черный чай. Зеленый чай, черный чай. Чай. Я не помню. О боже, я ничего не помню, буквально. Мой объем памяти ограничен, все. Будешь это пить, значит, я не знаю. Ваш заказ. Чего? Что-то не так? Что здесь? Я вообще не это заказывала. Ой, прошу прощения, я все исправлю. Не стоит. Я не грибу! Даже этого в книге нет. Я не могу. Я не могу их посмотреть, типа, А как я должна быть? Знатокиней этого чая или что я должна делать? В смысле, кофе. Всего этого, короче. Я хз. Так точно. Так точно не грибу, что делать. Так, как работа? Как обычно. Изматывает. Но благодаря тебе и твоим коллегам мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Рада, что помогла вам. Не каждый день дается направить результаты наших исследований на реальную помощь. Обычно они приносят плоды лишь через несколько недель после опубликования. Проблема в том, что даже с твоей помощью нам приходится пахать сверх нормы, иначе мы не успеем к концу года. О, я бы попросила тебя хоть иногда делать перерыв. Понимаю, что вам никто не позволит отдохнуть. Как будто начальство есть до нас дело. Не мучай себя, скажут они. Проведите время с семьей, отдохните, но мы-то знаем, что это всего лишь грязный прием с их стороны. Мы все равно будем задерживаться на работе, потому что если ты уйдешь раньше и оставишь остальных работать, то у тебя совесть огрызет. И чувство вины. Прекрасно понимаю. Не хочу признавать, но да, именно чувство вины. Хотела бы как-нибудь помочь. Или хотя бы сказать что-нибудь, что подняло бы тебе настроение. Только, к сожалению, не мне давать тебе советы, ибо я в таком же положении. И виню себя даже за те вещи, за которые не должна. Знаю, что самое печальное. Я понимаю, в каком состоянии индустрия, но мне все еще грустно от осознания того, какую цену платят разработчики моей любимой серии игр. Простите, я испортила всем настроение. Не волнуйся, на самом деле все не так ужасно. По крайней мере, нам достойно компенсируют наш труд. Страховка, надбавки и так далее. Мы уже привыкли к такому темпу, так что не беспокойся на мой счет, ладно? Нельзя привыкать работать в таких жестких условиях, это ненормально. Взбодрись, вспомни. Ты ведь очень нам помогла. Благодаря твоему исследованию нам станет намного легче. Кстати, как там твоя игра? Если честно, у меня хорошие новости. Какие? Хорошие, сказала же. Ее утвердили на участие в Макс в Сиэтле. Просто отличные новости, поздравляю. Спасибо. В чем проблема? Я еще не подтвердила свое участие. Почему? Подтверждай немедленно. Иначе твое место достанется другим. Я не совсем уверена. И что тебя останавливает? Дорого? Стенд для инди-разработчиц бесплатный. Замечательно, тем более мероприятие проходит в Сиэтле. Не нужно платить за перелет и жилье. Это идеальная возможность. Но вдруг все не так хорошо. Твою игру выбрали, так? Значит, в качестве сомневаться смысла нет. Если я верно помню, судьями обычно выступают далеко не последние представители индустрии, а также влиятельные журналисты. Я знаю, но я же рассказывала тебе про свою игру. Она слегка отходит от канонов. Тысячи людей прибудут посмотреть на ЦМБ.
и прочие более крупные проекты. У каждой игры своя ниша. Ты делаешь инди-игры, люди знают, куда идут. Геймеры, не идиоты. А если какие-нибудь хейтеры придут и будут говорить плохое про мою игру? Или про меня? Такого точно не будет. Это выставка, а не интернет-переписка. В жизни люди куда более вежливы. Даже все это не отменяет того, что я буду там одна. Это проблема, да. Находиться под вниманием тысяч, уже страшно. Выставлять свое детище на обзор в течение 4 дней подряд. От одной только мысли сердце в пятки уходит. С ней пойдет. Знаешь, у меня на те дни пока никаких планов. Если ничего не изменится, я пойду с тобой. Не стоит, ты ведь не обязана. Даже если у тебя нет планов, не стоит тратить свободное время на меня. Лучше отдохни. Не, все нормально. Мне в любом случае туда идти. Почему бы не в качестве твоей помощницы? А что насчет твоего стенда? Не беспокойся, меня есть кому заменить. Просто отпрошусь у начальства. Но... Я иду с тобой. Нравится тебе это или нет? Порешала, капец. Ладно, отлично. Так, на чем будешь демонстрировать игру? На ноутбуке и смартфоне. Выставочная версия уже готова? Выставочная версия? Ты же не будешь показывать на выставке полную версию игры, да? Я думала так и сделать. Не пойдет. Сейчас расскажу, что стоит включить в выставочную версию. Можно глянуть на игру? Она у меня на телефоне. Сейчас отправлю сборку, если хочешь. Да, давай. Ладно. Получила. Так, поглядим. Опа, кто пришел? Кто пришел или пришла? Опа. Добрый вечер, Рэйчел. Привет, Вэлори. Что-то не так? Все в порядке. Репетировала весь день, вот и вымоталась. У вас скоро концерт? На следующей неделе выступаю на фестивале Коучелла. Но это строго между нами, завтра будет официальное объявление. Они еще добавляют кого-то в свою программу? Угу. Я там, можно сказать, на разогреве. Оу. Зато вы выступаете на самом крупном фестивале страны. Именно. Не могу дождаться. Думаю, стоит отпраздновать чем-нибудь особым. Чем-нибудь сладким. Что будете заказывать? Чашку сладкого горячего шоколада. Сладкий горячий шоколад. Это какой? Это шоколад сладкий. Это мед и корица. Правильно я понимаю? Подожди, горячего. Горячего это теплый, значит? Или оно не те шоколада? Я не могу изменить. Давай. Давай. Ваш сладкий горячий шоколад. Спасибо. Как он? Плохо. В нем ничего особого. Ну ладно. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь. Спасибо. Давайте, наверное, на этом закончим. Да, сохранить. Продолжим в следующей серии. Как-то, я не знаю, как-то вот у меня не очень получается делать все правильно, но я 10 тысяч миллион 55 раз говорю о том, что я не претендую на особую правильность, супер классное прохождение и тому подобное. Делаем, как делаем, маем, шамаем, ну как-то так. Коротко обо мне. Всем привет, я Рэйчел Флоренция. Возможно, вы уже видели мое выступление и знаете, кто я. Я уже работаю над новым альбомом специально для всех вас. Окей. Да, и в следующей серии, как я сказала, скорее всего, я выключу музыку, чтобы была монетизация. Как-то вот так. Я, в принципе, все время разговариваю, поэтому, возможно, это не так сильно будет. Наверное. Ладно, anyway. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.